Помедленнее беги. Каждый видеомейкер просыпается с утра пораньше, потому что он понимает, что ему нужно бежать быстрее клиента. Спортивная. Зараза, бросай свой джим нахрен. Добрый день, дорогие друзья! Наконец-то мы с вами снова вместе, и у нас прекрасный повод на самом деле встретиться. Мои хорошие, произошло событие, которого я ждала и к которому очень долго шла. И решение было на самом деле принято после определенного умозаключения. Дело в том, что у меня давно была идея снять такое видео и спеть такую песню, которая бы могла показать мое восприятие мира через мои чувства. И, знаете, вот говорят, долго терпишь, да, и должны случиться определенные моменты. Сначала я думала, что я отражу только свою трагедию, когда я потеряла мужа, но потом, видя вот этот беспредел, то, что творится в мире, как много людей умирает, как много горя сейчас вокруг, я поняла, что трагедия не только моя, а трагедия, она наша общая. И мне захотелось сделать что-то, чтобы каждый человек почувствовал, что есть сердце, которому не все равно. И поверьте, я не одна такая. Есть понимание того, что боль не зависит от национальности, не зависит от страны, где вы живете, от языка, на котором вы разговариваете, от вашего цвета кожи. Когда мы теряем любимых людей, это огромная трагедия для человека. Человека, который умеет чувствовать, человек, который умеет любить и сопереживать. И мне захотелось это передать, и захотелось сделать то, что поддержит людей и покажет им, что в этой беде мы вместе, что нет одной беды для кого-то, а есть общая наша беда, когда умирают люди, когда умирают родные люди, любимые люди, дорогие. Потому что жизнь, она никогда не будет прежней. И вот мне приходит идея снимать клип. Буквально случайно я услышала песню, написанную исполнителем Севак. И песня называется «Жди меня». Друзья, это тот момент, когда ты с первых нот композиции понимаешь, что это твоя песня душой. Настолько понимаешь, что я ее услышала, на следующий день пошла записывать в студию. Когда я ее услышала и записала уже в студии этот результат, я решила, что надо снимать клип. И вот как раз хочу вам представить сегодня моего прекрасного друга, мою подругу, замечательного видеооператора. И я гарантирую, что лучшего на данный момент в Египте, и не только. Инесса, она вот, она не только мне близка по духу, мы одного знака зодиака, она меня очень чувствует. И я ей говорю: Инесс, надо снять видео. Я ей объяснила идею, и идея ей очень понравилась. Да. И дальше вот все пошло как-то по нарастающей. И мы с ней определили день, мы определили, за день до клипа. Да, расскажи, пожалуйста, вот эту деталь, она очень важна. Это действительно то, что сейчас Маша расскажет. Первым делом, когда она приехала ко мне, она подошла, и вот мы начали об этом разговаривать, она рассказала мне про тот сон, который она видела буквально за день до съемок. Это настолько меня тронуло. Просто послушайте, это очень трогает. За день до съемок мне долго не появлялся муж в моих снах. И он пришел с огромным букетом цветов, с тюльпанами. У него вот здесь вот
на руке татуировка была с моим именем и тюльпан, потому что было 8 марта, когда он был не рядом и, к сожалению, не смог мне подарить мои любимые цветы, и он сделал татуировку с моим именем. И он пришел ко мне в сон с тюльпанами, и там были другие цветы, но тюльпанов было очень много, розового цвета, и попросил меня поставить тюльпаны в вазу. И когда я начала их ставить, он несколько раз повторил: «Машуль, я жду тебя, я жду тебя, я жду тебя». И я проснулась. Я позвонила маме, рассказала сон, она меня переспросила: «Маша, а как называется твоя песня?» Я ей сказала: «Жди меня там». Ответ мне пришел, и я поняла, что муж пришел не случайно, это было как... Я это расцениваю как благословение его на что-то большое. Я понимала, что происходит что-то значимое. И вот наступает наш день съемок, про который я хотела бы, чтобы рассказала Инесса. Потому что я думаю, что это вот взгляд ее как оператора, это очень интересно. Ну, на самом деле, тут нужно сказать, что съемки были очень сложными. Обычно такие клипы снимаются с съемочной группой, с правильным освещением. Как бы вокруг должны постоянно находиться мейкаперы, кто будет поправлять макияж. Да, как бы у нас этого всего не было. У нас была просто камера и пустыня. И 5-метровое черное платье, которое Мария очень целенаправленно, очень за собой таскала все это время, потому что это было очень тяжело. Платье действительно 5 метров. Вот, соответственно, оно длиннющее, это очень сложно было, но Мария очень выносливо это все проходила. Мы прошли сколько километров пустыни. 5. Мы поменяли несколько локаций, потому что пустыня — это тоже не просто пустыня, а где-то есть вот какие-то... Мы искали возвышенности, где-то вот углубления, чтобы это было просто немножко перебью. Я Инессе поставила, вот она уникальный человек, потому что одно дело, когда тебе идея в голову приходит, а клип не приснился во сне. То есть я знала каждый момент, что я хочу. То есть, когда я пришла, я и сказала: Инесс, вот в этом моменте мы вот так будем делать, вот это, вот это, вот это, вот это. И я начала ей вот обозначать все эти вещи. И одно дело, когда ты это все себе придумываешь, а другое дело, как человек это технически сделает. Ну, конечно, опять вот повторюсь, мне кажется, вот лучше нее никто вот так вот бы меня не прочувствовал, как вот она это сделала. Я не знаю, как это происходит, но у меня, слава богу, у меня все живы. У меня не было таких потерь, как у Марии или как у тех, кто сейчас смотрит это видео, может быть, да, кто прошел через эту войну, через эти потери. Слава богу, меня это не коснулось никоим образом, поэтому... Во-первых, я хочу сказать, что кто, как не Мария, может об этом рассказывать, может об этом петь. У нее была своя потеря, но немножечко забегая вперед, скажу сразу, что это видео было снято с расчетом на всех тех, у кого была потеря. И это не о ненависти к обидчику, это не о ненависти к агрессору. Тут не важно, какой страны это коснулось, это не важно. Мы сейчас не об этом, мы сейчас конкретно о боли, потому что боль, которую человек проживает, вне зависимости от обстоятельств, она у всех одна. Боль, она не имеет ни цвета, ни флага, ни языковой принадлежности. Понимаете, боль – это боль. И вот я думаю, что Мария хотела передать именно это. И поэтому вот, когда она мне рассказала про идею вот этого клипа, мы посидели, немножечко все разложили, и вот как-то мы с ней, наверное, скоординировались как-то вот в одно, и просто снимали так, как мы это чувствовали. Были, конечно же, накладки во время съемки, потому что Мария принималась плакать несколько раз. Она очень ярко это все переживает. Она переживает это все по-настоящему. И я очень хочу этот момент ответить, что на видео далеко не все моменты, потому что у меня было желание. Мы были с ней только вдвоем, только я и она. То есть она в кадре, а я снимаю. И когда она принималась плакать,
вот вы понимаете вот это чувство, когда перед тобой плачет лучшая подруга, и ты хочешь просто все бросить нахрен камеру и вообще все, и просто пойти ее обнять, и как-то ее успокоить, поддержать. Но она вот очень жестко мне сказала: нет, снимай. Просто снимай, вот все как есть, все снимай. Многие кадры мы в клип не стали добавлять, они очень, очень сильные, очень эмоционально. Я предполагала, что у нее, как у любой подруги, у нее будет такое желание вот остановиться и подойти, обнять и успокоить. Но да, и поэтому я ей сразу сказала: Несс, я войду Дело в том, что моя мама очень сильный человек, и она меня с детства учила никогда не показывать своих слез на публику. Поэтому все, что я это переживаю в одиночестве дома. И войти в это состояние, то есть я себе при людях запрещаю вдаваться в вот такую эмоцию. Это, наверное, первый настолько откровенный клип с твоей стороны, мне кажется. Да, вот, единственный. Это единственное. Сложно было снимать в этом плане, конечно, потому что хотелось бросить камеру, обнять и успокоить, и вот, но нужно было продолжать снимать, и мы, как-то все-таки это сделали, мне кажется, сделали очень хорошо. Маричка очень большая молодец. В какой-то момент, опять же, мы оказались в пустыне, мы просто поняли, что мы находимся во многих километрах от источника воды, а с собой воды у нас не было, и у нас уже вот в какой-то момент просто началось вот головокружение, да. Чтобы вы понимали, мы пошли снимать клип в 6 часов утра, то есть мы проснулись в 5, и до этого у нас Инесса, она снимает концерты, у нее съемки концертов, на которые я тоже выступала. И мы спали где-то 3 часа только, да. И встали в 6 утра, и вот до 10 где-то утра, до 10, до 11 мы с ней вот по пустыням ходили, искали разные локации, потому что даже маленький кадрик, который длится секунды, он требует определенного места. Конечно. Для того, чтобы видео сложилось. Да. И, конечно, я безумно рада. Как-то мы обе отметили, что вот все шло как по маслу. Да, вот как-то бывают у нас, вот как у видеомейкеров, тоже бывают такие дни. Я думаю, что многие, кто занимается именно съемкой видео и монтажом клипов и так далее, то у всех есть какие-то свои немножко, может быть, знаки, да. И вот в тот день именно у меня все складывалось просто идеально. У меня были заряжены все девайсы, все было готово, платье было готово, не было никаких накладок, не было ничего, что препятствовало нашим съемкам или что-то шло не так, или какие-то моменты, и они были настолько минимальными. То есть в такой момент ты понимаешь, что все идет хорошо, все идет по плану, что мы делаем что-то правильное, наверное. Да, вот так. Да. Самое интересное, что она сделала этот клип в годовщину нашей свадьбы с мужем. Она мне прислала его 1 апреля, когда у нас годовщина свадьбы. Друзья, я не знаю, что это. Все очень сложилось. Кстати, да, можно я немножечко расскажу, почему, значит, клип у нас черно-белый, это понятно, потому что, как мы сказали, горечь, потеря, она не имеет ни цвета, ничего. И вот Мария, бегущая в этом черном платье, да, по пустыне, и почему красная гитара? Мария, расскажи немножечко, пожалуйста, о гитаре. Да. Может быть, не все знают. Дело в том, что мой супруг, и я использовала там фотографию с ним, он у меня замечательный музыкант, и гитара это его была подруга по жизни. Это особенный инструмент для меня, то есть это мой муж. И смысл этой гитары, то, что когда я ее беру в руки,
и я с ней вместе ухожу. Друзья, здесь смысл следующий, что когда наши любимые люди уходят, нам кажется, что они ушли навсегда, но на самом деле они с нами рядом. И смысл человека, который здесь еще остается жить, это нести и делать то, что ваш любимый человек здесь, на этой земле, не успел. И я считаю это очень символично, когда я взяла гитару в свои руки, я ее одела, и я с ней ухожу. В этом был символ того, что я осознанно несу память о своем муже. И буду делать это до последнего вздоха. Я буду нести память о нем, память о том, о ком люблю, и буду делать все, чтобы он мной там гордился. Чтобы он чувствовал каждый день мою любовь. И я его чувствую. Я чувствую его поддержку. И поэтому гитара в данном моменте, я рада, что к Инессе пришла такая идея ее цветом сделать. Потому что это надежда. Надежда на то, что любовь не умирает. Любовь живет вечно. Можно забрать тело, но нельзя забрать воспоминания, и нельзя забрать эти крылья, которые были даны любимым человеком. Это очень важно. И я хотела бы использовать эту уникальную возможность нашего интервью, просить всех своих коллег в музыкальной сфере, в сфере искусства. Друзья, сейчас людям нужна поддержка и любовь. Давайте петь больше песен о любви. Давайте давать людям надежду. Сейчас столько много страха, сейчас столько много запугиваний, боли вокруг, что, мне кажется, необходимо давать людям возможность чувствовать сердце и любить. Давайте мы, как артисты, будем возрождать чувство взаимосвязи друг с другом. Вот это чувство соболезнования, поднимать эмоции на высшие уровни. Понимаете? Это очень сейчас важно. Зажигать свет в сердцах людей, давать им надежду творчеством, словами, не углубляться вот в эти вот ненависть, потому что мы едины. Мы едины, и мы вместе. Вот это вот моя идея. Ты как думаешь? Да, абсолютно согласна. И клип этот, конечно же, был снят для всех тех, кто испытал, может быть, боль потери, да, и, опять же, повторюсь, это вне зависимости от обиды на агрессора, может быть, от кого-то, потому что у Марии, у нее вот своя история, что она пережила эту боль вот таким образом. Кто-то переживает эту боль из-за потери своих родных и близких, может быть, там, да, бабушек, дедушек, да, то есть к определенному возрасту, скажем так. Кто-то потерял близких, родных во время войны на фронте. Как-то вот ситуации абсолютно разные, но боль, она вот имеет такое некое состояние. То есть, наверное, все-таки наш клип вот про это, а не про ненависть, не про разность, не про разницу национальностей, языков, принадлежности, цвета флага. Это не про то, это совсем не про то. Это про состояние души. Про состояние души, и вот эта цветная гитара, это как обозначение того, что вот, например, у Марии, у нее эта гитара, это то, что дает ей цвет. То, что дает ей цвет и свет, чтобы идти дальше. Поэтому, опять же, видео не заканчивается на том, что она просто сидит с гитарой. Она надевает ее на себя и уходит. То есть она идет вперед, но она несет с собой вот этот маленький кусочек цвета и света. Да? То есть, наверное, вот как-то так. И у каждого, кто вот эту вот потерю испытал, у всех у них есть что-то вот маленькое, может быть, какой-то там, не знаю, кулончик, кольцо, что-то еще. То есть то, что они будут всегда нести с собой по жизни, чтобы помнить этого человека, нести его всегда с собой в сердце. Для Марии, например, это гитара. Наверное, вот так как-то.
И, кстати говоря, премьера клипа состоялась вчера, но уже сегодня, Вик, ты даже не представляешь, сколько комментариев, и все люди пишут до глубины души, мурашки, мурашки, до слез. Кто-то пишет, что спасибо за фильм, люди благодарят за эмоции. И абсолютно разные страны, из Польши, из Германии, из Италии, с Украины, России, Египта. Абсолютно разные люди с одинаковым ощущением. Вот. И вот что еще нужно доказать. Это именно то, чего мы хотели. Вот, это очень это отрадно. Да, это очень отрадно для нас. Друзья, спасибо большое за поддержку, спасибо большое за репосты. Мы будем вам благодарны, если и впредь вы будете нас поддерживать, наше творчество. Мы будем стараться, и мы вам с Инессой, просто очень признательны и очень тронуты вот таким большим вниманием и таким количеством теплых, душевных комментариев. Мы это сделали. Мы это сделали. И сделаем еще. И сделаем еще. Впереди да. еще несколько проектов, поэтому будем думать, будем работать над этим. Дорогие друзья, мы будем ждать ваших комментариев, вашего фидбэка. То есть нам это очень важно, поверьте. Мы читаем каждый ваш комментарий, и просто дает нам огромное вдохновение и огромное чувство того, что мы на правильном пути. Пожалуйста, смотрите клип, комментируйте, оставляйте комментарии под замечательным видео Виктории. Мы будем ждать с вами новых встреч. Огромная благодарность, Виктория, тебе за то, что ты нам дала возможность рассказать о нашем творении на самом деле. Как это все происходило, что это не быстро вот так легко и были. Кстати, мы с тобой совсем забыли добавить, что клип у нас немножечко такой грустный, немножечко. И во время съемки у нас были и слезы, и сложно, но в то же время... у нас были веселые моменты. Моменты интересные у нас тоже были. Да, я думаю, что Виктория немножечко покажет. Некоторые вставочки у нас там были. Сейчас быстренько так опишем. У нас просто Мария спортсменка. И мне, как видеомейкеру, поверьте, нужен был либо самокат, либо самолет. Я не знаю, но в пустыне это невозможно. И вы знаете... Она настолько быстро бегает. Мне кажется, что она живет просто в спортзале, ест там и спит там. Мария, ты это дело прекращай, потому что я так долго не протяну. Помедленнее беги! Каждый видеомейкер просыпается с утра пораньше, потому что он понимает, что ему нужно бежать быстрее клиента. Спортивная. Зараза, бросай свой джим нахрен. Босиком бежит, я в тапках до нее угнаться не могу. Это она сказала после того, как мы только что синабончики заточили. Ну ладно, я не раскрываю секрет. Мы на правильном питании. Девочки, ну ладно. Ну иногда можно. Ладно. Можно иногда, не все же на диетах. Вот еще по пустыне за Марией побегаешь, и прям похудела сразу на 4 килограмма. Дорогие наши хорошие подписчики, друзья, любимые люди, спасибо вам большое за ваше внимание, за вашу поддержку. Будем творить, будем идти вперед. Любите, берегите себя и родных. И не давайте темным силам и эмоциям завладеть вашим сердцем. До новых встреч. Целую, ваша я, Мария Торрес. Пока-пока. Это, конечно, все здорово и замечательно. Но ты бы бегала, мать, чуть-чуть помедленнее, я за тобой не успеваю. Это нифига не нормально. Бросай нахрен свой джим, потому что все, я больше не могу. Доброе утро. Съемки отличные, просто. Маричка, спортсменка. Девочки, так бегать, это, я не знаю, нужно в джиме жить просто. Есть и пить, и спать. Готовим что-то интересное для вас.
Снусика. Божечки, я так похудею, слушай. Ну ты уже и так, уже куда Я так еще? похудею. Куда еще? Отлично, слушай, супер, супер. Ждите. Давай, да. Ну что ж, на сегодня все. Если вам понравился этот выпуск, вы можете меня единожды отблагодарить. Нажать на сердечко «Спасибо», которое расположено под видео, и выбрать маленькую сумму для обмена энергиями. Я увижу от кого. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.